Приветствую всех на моем канале, с вами Миронова Виктория. Это ручки моей новой клиентки, очень красивая ногтевая пластина, так что есть где разогнаться. Маникюр начинаю со снятия старого материала, для этого использую твердосплавную фрезу. Сегодня под руку попала фреза с черным маркером. Обычно снятие гель-лака делаю фрезами с зеленым или синим маркером. Когда снимаю чужое покрытие, я всегда максимально внимательная, ведь никогда не знаю, какой слой базы положил предыдущий мастер. И так за неаккуратности можно снести пару слоев ногтевой пластины. Также у всех людей разное строение ногтя, и под гелевым покрытием не всегда сразу можно определить, как растет ноготь. Иногда клиент приходит с короткими ногтями. Посмотришь и думаешь, зачем столько базы было наливать, а когда начинаешь снимать покрытие, понимаешь, что материала тут минимум. Просто здесь анихогрифозные ногти. Так что всегда нужно быть предельно внимательной, чтобы не навредить клиенту и не истончить пластину. Длину клиентка попросила полностью оставить, так как она отращивает ногти. Пилкой 240 грит придаю форму свободному краю. Немного сужаю форму, а также пилкой прохожусь по поверхности, сглаживаю неровности. Маникюр начинаю с раскрытия проксимальной складки, для этого использую пушер. Чаще всего я использую для очищения ногтевой пластины от птеригия фрезу пламя с красным маркером. Скорость вращения примерно 15 тысяч оборотов. Сначала работаю на форварде. Работу начинаю от середины кутикулы, захожу в синус и очищаю карман возле бокового валика. Нажав кнопку реверс, моя фреза начинает вращаться против часовой стрелки. Теперь я обрабатываю противоположную сторону. Девочки, у меня для вас есть хорошая новость. У меня на странице в Instagram сейчас проходит розыгрыш классного набора гель-лаков. Так что переходите на мой профиль, выполняйте условия розыгрыша и пусть вам повезет. Ссылку на мой Instagram оставлю в описании под видео. Хорошо шлифую ногтевую пластину. Это очень важный этап, ведь чем меньше погрешностей останется на поверхности, тем легче будет тогда делать покрытие. Наношу кератолитик сразу на все пальцы, использую гелевый ремувер от C&D. Распределяю его на все огрубевшие участки. Вычищаю остатки пыли в пазухах. Убираю загрязнения под ногтем. Вытираю остатки сухой салфеткой. Теперь ножницами срезаю кутикулу. Устанавливаю ножницы перпендикулярно к обрабатываемой площади. Завожу нижнее полотно ножниц в зону синусов и маленькими шагами по 1,5–2 мм делаю срез. Обезжириваю ногтевую пластину и приступаю к покрытию базой. В данном случае я использую базу от Коди. Наношу тонким слоем базовое покрытие на всю ногтевую пластину и сразу же по мокрому ставлю каплю, равномерно распределяю ее. Чтобы база хорошо выровнялась, переворачиваю ручку на секунд 5. Теперь база выровнялась, но есть один момент. Когда рука была перевернутая, весь материал стек на середину ногтя. Таким образом, на краях материала почти не осталось. И тут мне в помощь тонкая кисть. Ею я распределяю равномерно материал по всей пластине, особенно уделяю внимание торцу, ведь это влияет на дальнейшую носку материала. Когда база высохла, приступаю к покрытию цветниками. Моя клиентка выбрала ярко-желтый оттенок от Nub номер 32 и светло-кофейный от Коди. Желтый оттенок не плотный, поэтому его приходится наносить в 3 слоя.
Идею для дизайна клиентка нашла в интернете, так что мне осталось только реализовать. Рисую, как всегда, гель-лаками и только для тонких линий использую черную гель-краску. Когда дизайн готов, перекрываю ногти матовым топом и отправляю в лампу на 2 минуты. После просушки вытираю остаточную липкость. Вот такой смелый дизайн у меня сегодня получился. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. И, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске!